Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вот такие симпатичные шоколадные бабочки, которые мы будем делать без специальных форм. Вам не понадобятся ни силиконовые формы, ни металлические. Все можно найти у вас дома. И сейчас я расскажу все подробности, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. А для приготовления нам понадобится черный шоколад, кондурин и спирт. Все, больше ничего не нужно. Шоколад нам нужно растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Также нам понадобится 25 грамм отдельного шоколада, который мы не будем растапливать, и пирометр. Я уже неоднократно рассказывала на моем канале, как работать с шоколадом, как его темперировать. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите, там подробно все рассказывала, но в этот раз я еще раз поделюсь, как это сделать. Заранее подготовьте кондитерский мешок, и еще нам понадобятся вот такие трафареты. Как их найти? Вы просто в поисковой строке, в браузере, в поисковой строке вводите трафарет бабочка, и вы увидите огромное количество всевозможных бабочек, не только бабочек. Можете выбирать любую фигурку, которая вам нравится, сохраняете, распечатываете в нужном размере, и все, трафарет у вас готов. Также вам понадобится пергамент, я вырезаю вот такие квадратики по форме бабочки. Шоколад у меня уже растопился. Напоминаю, как получить правильно растопленный шоколад, то есть как его темперировать. У меня черный шоколад. Я растапливаю его до температуры 42 градуса. Затем при комнатной температуре постоянно помешиваю, измеряю температуру пирометром. И когда температура опустится до 38 градусов, я добавляю оставшийся кусочек шоколада для того, чтобы получилась кристаллизация шоколада, чтобы он был красивый, блестящий и чтобы в готовых шоколадных изделиях он не таял. В итоге при постоянном помешивании нам нужно получить однородную шоколадную массу, и рабочая температура нашей шоколадной массы 29-30 градусов. Переливаем массу в кондитерский мешок. В мешке отрезаем кончик, очень-очень тоненький, для того, чтобы мы смогли красиво нарисовать бабочку на трафарете. И теперь нам понадобится наш трафарет и пергамент. Сейчас начинается самая ювелирная работа. Нужно очень аккуратно и довольно быстро обвести наш трафарет, но на самом пергаменте. Старайтесь делать не сильно тоненькую бабочку, потому как впоследствии она может поломаться. То есть вы проходите сначала один раз, потом второй раз для надежности, для того, чтобы как раз-таки она была плотная. Трафарет придерживайте обязательно, чтобы он не скользил и у нас не смазался рисунок. Для надежности можете закрепить трафарет либо пластилином, либо сливочным маслом, либо каким-нибудь жирным продуктом, как раз для удобства, чтобы трафарет никуда не съезжал ни в какие стороны. Знаю, это самая непростая работа, здесь нужно постараться внимательно обводить бабочку. Вы даже можете здесь фантазировать и не следовать узорам, которые есть на самом трафарете. Если вы видите, что вам не хватает места, просто делайте так, как вам удобно, как лежит рука, как вы видите этот рисунок. Просто бабочка и трафарет – это лишь ваше направление и подсказка, как это может выглядеть. Вот такая красота у нас получилась. Я хочу, чтобы у меня бабочка как будто бы летала, чтобы она не была плоская. Поэтому я фиксирую трафарет прищепкой и оставляю при комнатной температуре буквально на полчаса. Если вы все сделали правильно, то уже через 10 минут, а то и раньше, ваша бабочка станет вот такой вот твердой, красивой формы, она не будет таять в руках, значит, вы работали с шоколадом правильно. И хочу напомнить, если вы готовите в помещении, где слишком жарко, то откройте окно, пусть зайдет свежий воздух, прохладный воздух, для того, чтобы вы могли спокойно работать с шоколадом. Температура оптимально должна быть около 17-20 градусов. И вот так выглядит бабочка плоская, которую я не заворачивала. Она мне тоже понадобится для декора. Также нам понадобится кондурин и вот такая кисточка, либо любая кондитерская кисть, которая у вас есть. Где можно купить кондурин? В любом кондитерском магазине, в зависимости от региона, в котором вы проживаете. Иногда кондурин продается в обычных продуктовых супермаркетах.
Также вам понадобится буквально несколько капель спирта или алкоголь. Сухую кисточку я окунаю в кондурин, затем в капельку алкоголя, и все, можно покрывать ваши шоколадные изделия. Единственное, хочу сказать, что этот вариант будет работать только если вы правильно работали с шоколадом. То есть, если он кристаллизовался, если он твердо, не тает в руках, все хорошо, тогда да, можете покрывать ваши изделия кондурином. Кондурин берите любой, который вам нравится. У меня это золотой, но также у меня есть розовый, серебряный. Их есть несколько оттенков. Выбирайте тот, который вам нравится. А уже в следующем видео я покажу вам, как приготовить такую пасхальную глазурь. Она получается очень мягкая, не трескается и точно вам понравится. И еще чуть позже я поделюсь рецептом вот такой праздничной паски. Именно паски, не кулича, поэтому не исправляйте меня. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!